Всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хочу продолжить тему, которая вас так заинтересовала. На самом деле я пробовала сотрудничать с двумя разными блогерами в Инстаграм и на Ютубе. И сейчас я хочу поделиться с вами историей, которая у меня произошла при сотрудничестве с Инстаграм-блогером. Ну что же, поехали? Давайте немножко начнем с теории, потому что все-таки стоит начать, наверное, свое видео именно с полезной информацией. Первое, что вы должны сделать перед тем, как начать сотрудничество, это понять вашу целевую аудиторию. Да, я знаю, что это очень такое размытое понятие, и вам нужно просто для себя понять, кто те люди, которые, например, заказывают у вас продукт. То есть, например, если вы делаете украшения в вечернем стиле, какие-то крупные, с камнями, возможно, расшитые бисером, то, скорее всего, вам нужно представить какую-то девушку, которая либо пойдет на мероприятие, либо женщину, которая также может пойти на корпоратив, день рождения или что-то подобное. Также, например, если вы делаете свадебные украшения, то вам нужно искать целевую аудиторию именно молодых девушек, которые еще не вступили в брак. Нужно один раз сесть, подумать и, скорее всего, посмотреть на свой ассортимент, который у вас есть, и примерно представить, кого вы хотите видеть вашими покупательницами, а возможно и покупателями. Далее вам нужно подобрать блогера, который бы подходил по этим параметрам. То есть у него была бы аудитория, подходящая для именно вашего продукта. И прежде чем писать блогеру, вам обязательно стоит изучить, какая же страница у блогера, что пишут у него в комментариях, обязательно читайте, потому что если это какие-то неосмысленные комментарии, то, скорее всего, они накручены. Также обязательно смотрите, какое соотношение лайков и подписчиков. На самом деле нормальное значение будет являться это даже меньше 10% лайков от всего количества подписчиков, поэтому обращайте на это внимание. Но это не показатель, потому что лайки можно накрутить, впрочем, как и комментарии, поэтому всегда обращайте внимание на осмысленность. Далее проводите визуальный осмотр странички. Нравится ли вам, как блогер ведет страницу? Почитайте, о чем он пишет, вообще о чем он думает, как он взаимодействует со своей аудиторией. То есть просто изучите и поймите, что это за страница, нравится ли она вам или нет. И только после этого уже стоит задумываться о том, писать ли блогеру или не писать. Далее, конечно, самое приятное и сложное – это составление письма обращения. Про письмо и как его составить я сниму, скорее всего, отдельное видео, потому что это тоже растянется на довольно большое количество времени, а я хочу делать короткие информативные видео, которые вам было бы интересно смотреть. Поэтому давайте поговорим о том, какие виды сотрудничества обычно бывают. Естественно, это бартер. Самое простое и легкое, что можно придумать, а также рекламный пост, то есть покупка на платной основе. Хочу также заметить, что в зависимости от того, как вы хотите взаимодействовать с блогером, то есть будете ли вы покупать у него рекламу, либо же это будет на бартерной основе, вам нужно разделить требования к этому блогеру. Потому как если вы хотите взаимодействовать на бартерной основе, то вам нужно искать блогеров с чуть большим количеством подписчиков, либо же превышающие в 2-3 раза. Просто поймите, что если вы напишите блогеру, у которого 100 тысяч подписчиков, то, скорее всего, он попросит вас заплатить за рекламный пост. По бартеру он работать, скорее всего, не будет. Бывают, конечно, исключения, но вам нужно все-таки немного ставить планку и реально оценивать свои возможности. Если же вы хотите купить рекламу, то вам просто нужно понять, какую сумму денег вы можете потратить на рекламный пост. Если честно, для начала я бы не советовала именно сразу покупать посты, я бы советовала взаимодействовать именно на бартерной основе. Прежде чем договориться, вам обязательно нужно будет посмотреть статистику. То есть в письме обращения вы должны будете обязательно подвести диалог таким образом, чтобы блогер дал вам статистику просмотров на его страничке. Если вы хотите взаимодействовать через сторис, то вам обязательно нужно посмотреть просмотры за сутки. Если же вы хотите пост и отзыв о вашем продукте, то вам также обязательно нужно посмотреть охваты, лайки, комментарии, а также запросить статистику, чтобы понимать, насколько интересен контент, который выпускает блогер. Также нужно будет оговорить очень много нюансов. Это время поста, во-вторых, сроки, когда блогер готов выложить пост. Возможно, у него очередь из 10 человек, и ваш пост опубликуют только через месяц, а вам это не интересно. В-третьих, вам нужно оговорить о том, что провисит ли пост несколько дней. Некоторые блогеры, когда делают рекламу, то через определенный промежуток времени они просто удаляют этот пост, и его уже не будет в профиле. Поэтому все нужно обговаривать заранее. Также вам стоит обговорить текст,
чтобы, если что, вы могли внести правки, либо же наоборот, вам хочется, чтобы о вашем продукте написал именно сам блогер. Также ищите блогеров, которые все-таки заинтересованы в вашем продукте. Нужно посмотреть на страничке. Возможно, ранее блогер занимался рекламой какой-то бижутерии, ему интересна данная тема, и для его подписчиков уже будет не так странно смотреть рекламу и отзыв на ваш продукт, потому что ранее он уже рекламировал нечто подобное. Не забывайте о том, что вам обязательно нужно просить блогера об отметке вашего аккаунта. Ваш аккаунт должен быть готов к тому, чтобы к вам пришли подписчики. То есть у вас должна быть красивая шапка, броское название аккаунта. Также вам нужно проработать сторис, возможно, прикрепить дополнительную информацию, каталоги и так далее. То есть ваша страничка должна быть информационно наполненной, чтобы новым подписчикам было понятно, когда они заглянут на вашу страницу. Также при взаимодействии с Инстаграм-блогером вам нужно понимать, что пересылка ляжет именно на ваши плечи, а также вам нужно обязательно проработать упаковку, возможно, какие-то приятные мелочи, чтобы у блогера сложилось приятное впечатление об распаковке. Кстати, блогера также можно попросить, чтобы в сторис в день распаковки он выложил как раз-таки весь процесс и первые впечатления, а далее написал бы пост. Это, наверное, самый идеальный вариант. Ну а теперь перейдем к самому главному. Стоит вообще взаимодействовать или нет? Я расскажу на своем примере, потому как он у меня был не совсем положительным. Это было также первое мое взаимодействие с блогером. Я еще не знала, на что стоит обращать внимание. И я по своей неопытности опять сплоховала. Я вообще не знаю, будет ли у меня что-то такое положительное, потому как все я изучала на своих ошибках. Девушка написала мне в личные сообщения: кстати, если блогер вам пишет сам, то, скорее всего, это сотрудничество будет провальным. Вот сразу вам говорю, вот как раз-таки у меня был именно такой случай, и сколько бы я не читала информации по этому поводу, потому что у блогера просто нет никаких других предложений, и он пытается как-то искать сам, взаимодействовать, и, скорее всего, его аудитория не слишком широкая. А даже если она по количеству большая, то с большей вероятностью это накрученные подписчики. Поэтому я категорически не советую сотрудничество с блогерами, которые пишут вам личные сообщения. Я об этом не знала и решила, что видимо, человек заинтересовался моими работами, и почему бы, да, действительно не попробовать. Я списалась с девушкой в личных сообщениях, а мы с ней договорились, что я вышлю ей 2 пары сережек, и одни у меня были готовы, она сама их выбрала. Я сделала ей серьги-кисточки. Естественно, на тот момент я не знала, что нужно посмотреть статистику, нужно прошерстить профиль, что люди пишут на страничке у блогера, и вообще сколько там комментариев, какая там активность, сколько лайков. Я все это не смотрела, я просто посмотрела, что да, страничка вроде была яркая, девушка писала о себе, это был личный такой блог, их называют еще мамскими. Наверное, это немножко грубо так говорить. Есть такая ниша блогеров, которые пишут именно там о детях, о семье и вообще о своей жизни. Я ничего против не имею, просто похожих профилей сейчас очень много, и они очень между собой похожи, поэтому я немножко обхожу такие блоги стороной. Конечно, для каких-нибудь связанных вещей или вещей, которые вы делаете именно для детей, наверное, такой блог будет идеальным. Ну что же, вернемся к тому, что мы обсуждали. Я сделала несколько работ, естественно, их красиво запаковала и отправила девушке на указанный адрес. На тот момент я знала, что как только моя работа придет, мы с девушкой договорились, она сразу же выложит пост. Так и получилось, девушка выложила пост сразу. Пост собрал довольно большое количество лайков, также были и комментарии, люди комментировали, спрашивали, но ко мне пришло тогда буквально человек 10, то есть в принципе выхлопа от такой рекламы не было. Я думаю, что это была больше моя ошибка, я не владела информацией, а это очень плохо. Так что у меня взаимодействие с инстаграм-блогерами немножко не сложилось. По поводу того, стоит ли вообще сотрудничать, стоит ли оно того, я считаю, что стоит. Потому что если хорошо изучить аудиторию, то, я думаю, вполне можно рассчитывать на то, что к вам придет 50, 100 там, или даже 200 подписчиков со временем, потому что пост, если не будет удаляться, и блогер, например, несколько раз будет мелькать в каких-то ваших украшениях, либо работах, или несколько раз вас упомянет где-то, скорее всего, какая-то отдача будет. Но это только в случае того, что если блог
блог живой, он интересный, постоянно наполнен интересным контентом, поэтому от выбора блогера зависит, наверное, то есть весь успех. И если честно, я считаю, что очень многое зависит от удачи, то есть как вам повезет. Повезло вам с блогером, понравились ему работы, он написал классный отзыв интересный, и люди пошли смотреть и покупать у вас работы. Если же ему что-то не понравится, он напишет немного скучный пост просто для отписки, то, скорее всего, отдача будет небольшая. Так что не думайте, что если у меня был не очень позитивный опыт, то у вас не получится. Пробуйте. Можно начать с блогеров, которые живут, например, в вашем городе. Тогда и пересылать работы не нужно будет. Можно будет встретиться, отдать и договориться все в личной встрече. Это всегда намного лучше. Даже если блогер из другого города, можно пересылать работы, ничего страшного, и все равно попытаться. Поймите, что просто сидеть на месте нет смысла. Нужно всегда пробовать что-то новое. Возможно, что первый раз у вас не получится, но получится на второй или третий. Поэтому пробуйте, дерзайте, и я уверена, что у вас все получится. Ну что же, я очень надеюсь, что данное видео было полезным и интересным для вас. Большое спасибо всем тем, кто досмотрел данное видео до конца. Пишите в комментариях, что вы об этом всем думаете. Возможно, у вас есть какие-то дополнения к видео, потому что я рассказала чисто о своих наблюдениях. Надеюсь, что мои советы вам помогут. А на сегодня это все. До новых встреч! Пока-пока!